15 ноября 1983 года на предприятии «Прогресс» в городе Кемерово произошла крупная техногенная катастрофа, в результате которой 26 человек погибло. Производственное объединение «Прогресс» – одно из крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса в городе Кемерово, производящее взрывчатые вещества. В советское время объединение насчитывало не менее 40 цехов. В связи с тем, что оно являлось производством повышенной опасности, на заводе было запрещено пользоваться стальным инструментом. Также на предприятии было ограничено автомобильное движение, вместо него использовалось гужевое. В цеху номер 2, который считался одним из самых безопасных на данном производстве, выпускали хлопковую целлюлозу для производства красок, нитролаков и пороха. Для производства целлюлозы использовался жидкий хлор. Он доставлялся на предприятии в 60-тонных железнодорожных цистернах. По технике безопасности, сцепка маневрового тепловоза и цистерн должна была производиться вручную. Однако локомотивная бригада часто нарушала это правило, когда машинист тепловоза ударял на малой скорости своей сцепкой по сцепке цистерны. 15 ноября 1983 года, около 20 часов по местному времени, машинист точно так же пытался сходу присоединить к маневровому тепловозу пустую цистерну. Однако после нескольких неудачных попыток цистерна начала самопроизвольное движение и, набрав скорость, на стрелке сошла с рельсов и корпусом автосцепки ударила стоящую на соседних путях цистерну, наполненную жидким хлором. В результате удара в стоящей цистерне образовалось отверстие диаметром около 20 сантиметров, через которое содержимое цистерны начало выливаться наружу, и вместе с ним начали выходить хлорные пары. Поскольку данный газ тяжелее воздуха, он начал распространяться по территории предприятия, а не уходить в атмосферу. В радиусе химического поражения оказались несколько производственных помещений, где в это время работали люди. Многие из них знали свойства хлора и догадались эвакуироваться на крыши или верхние этажи, куда хлорное облако не доходило. В результате было поражено около 5000 квадратных метров территории, не менее 26 человек погибло и около 200 получило отравление парами хлора. По неофициальным данным, погибло не менее 30 человек. Как позже вспоминала Ирина Зайцева, которая на тот момент была учащейся 6 класса одной из школ Кировского района, я слышала, что причина аварии была связана с автосцепкой. Что-то не так сделали, и автосцепкой пробила цистерну. Людей находили в душевых комнатах, которые были над цехами, так как хлор тянется по низу, и люди стремились вверх. Недалеко от проходной жил мой брат с семьей. Их готовили к эвакуации, но так как облако с хлором пошло вдоль реки в сторону села Верхотомка, эвакуацию отменили, но многие попали в больницу с отравлением. Насчет того, чтобы кому-то выплатили компенсацию, я не слышала. Очень хорошо помню гробы, которые стояли в актовом зале школы. Это были родители учеников. Тела были сине-зеленые, серьги, кольца золотые на покойниках были также зеленого цвета. Дети рыдали, да и все рыдали. В то время люди были другими, добродушными, сочувствовали горю. Все семьи собирали деньги на похороны, кто сколько мог. Спустя годы я сама работала на заводе «Прогресс» и слышала, что бригада, в смену которой произошло ЧП, была пьяной, и что один из них опять работает на заводе. Я даже видела человека, про которого говорили, что он из той бригады. Спрашивала, с каким чувством он теперь живет. «С нормальным», — ответил он. Это же по пьянке было. Насколько я знаю, кому-то из них дали срок 5 лет. Вообще всю эту историю в городе как-то быстро замяли. Мне кажется, сверху пришло такое указание. Медицинские бригады, которые были вызваны на предприятие, не имели специальных средств химической защиты. По дороге они скручивали марлевые маски. Однако от паров хлора такие маски и обычные угольные противогазы не защищают. Первые бригады скорой помощи, прибывшие на место, позднее сами были госпитализированы из-за отравления. Известие об аварии начало распространяться по городу, однако, к счастью горожан, хлорное облако не пошло на ближайшие жилые районы. Прибывшие пожарные садили облако через водяные распылители.
После аварии в цеху номер 2 вместо жидкого хлора стали использовать гипохлорид натрия. Машинист и 2 автосцепщика, допустившие аварию и сбежавшие с места происшествия, были приговорены к лишению свободы. Также были лишены своих должностей директор предприятия и начальник цеха номер 2. Смотрите также. В период с 1980 по 1989 годы в городе Краматорске Донецкой области произошел радиационный инцидент. Значительное количество жильцов панельного дома, расположенного по адресу гвардейцев-кантемировцев, ныне дом номер 7 на улице Марии Примаченко, получили радиационное облучение значительной дозой гамма-излучения. Друзья, поддержите наш новый проект, подписавшись на канал и поставив лайк.